Она хочет поговорить с тобой. Кто же это? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы сейчас можете стоять на распутье, да, перед каким-то выбором. У каждого это будет свой выбор. У кого-то это будет выбор, допустим, уйти или расстаться. Вот смотрите, в первую очередь мне показывает, что у кого-то из вас может проиграться реально, что человек, которого вы любите, ну, возможно, сейчас вы еще в отношениях, либо вы живете, и вам придется расстаться с этой женщиной, да. Естественно, не от хорошей жизни вы это будете делать, но пока вот вы еще в таких вот в колебательных энергиях, в сомнениях, да, потому что чувство к человеку есть. Кто-то из вас уже, возможно, поставил точку, да, потому что ваша жизнь, да, вот когда вы жили со своей женщиной, прежней, скажем так, ну, она превратилась в ад, если это можно так назвать, и даже, может быть, это мягко говоря. Было плохо, было тяжело, но точка была поставлена в одночасье. Сейчас многие из вас, возможно, вот как-то ушли с головой в работу, в какую-то в отдушину свою, да, кто-то в хобби, может быть, ушел с головой. Особенно это касается тех, кто, может быть, не так давно разошелся. Вообще вы такой вот по жизни человек, который очень сильно за все переживает. Ну вот пофигистом вас точно нельзя назвать. Вы можете даже из-за мелочи какой-то переживать, да, вы можете прослезиться, когда там, к примеру, какой-то трогательный фильм, либо передачу смотрите, да, вот очень-очень так можете, ну как за своих близких, да, вот переживаете даже за чужих людей. Вы всегда можете помочь, хотя я не скажу, что у вас у самого денег прям очень много, но сколько бы у вас не было достатка, да, вы всегда готовы поделиться с теми, кому плохо, кому нужна поддержка, помощь. И это касается и как своим близким людям, да, ну своим, конечно же, вы в первую очередь, вы среди ночи сорветесь и побежите на помощь. Такие Чип и Дейл спешат на помощь. Ну и также, может быть, вы помогаете кому-то, да, кто-то из вас даже может бездомным животным помогать, кто-то может быть, ну, людям бездомным, там, да, какую-то, ну, краюху хлеба даете, да, может быть, подкармливаете кого-то, кто-то может какие-то донаты пересылать, да, может быть, в разные учреждения, там, либо это армии касается, либо это касается, там, детских домов, больных детей, ну, то есть у каждого это будет по-своему. Ну, то есть вы абсолютно не жадный человек. Единственная проблема, которая вот у вас идет, может быть, уже ну, довольно длительный период, это проблемы вот с женщинами. Я не вижу женщины, которая могла бы, ну, согреть ваше сердце. Я не вижу женщины, которая стала бы вашей отдушиной на данный момент. Понятно, вы скажете, у меня не так, может быть, да, но поскольку это общий расклад, то я делаю акцент, что у большинства, да, может так проиграться, потому что, судя по тому, что я вижу, многие из вас себя могут чувствовать одиноким, даже находясь в каких-то отношениях. Это два одиночества, это то, что может быть самое страшное. Если же даже, допустим, да, вот возьмем во внимание, что это общий расклад, если вы скажете, что вот у меня женщина, новые отношения, так вот, это значит, что хоть у вас и начались новые отношения, но вы глубоко в сердце еще эту даму не впустили. То есть здесь таких вот прям крепких, стабильных чувств к этой женщине нет. То есть я вам сейчас пояснила с разных ракурсов. Если мне не показано, да, вот возле вас женщины в раскладе, то ее сейчас нет и в вашем сердце.
Давайте-ка как раз сделаем маленький опрос. Вот напишите, все пишите, есть ли у вас сейчас дама сердца. Вот может быть кто-то опровергнет мои слова, да, вот может быть кто-то напишет, что я сейчас люблю, не могу. Пишите, вот какая у вас сердечная ситуация на сегодняшний день. Ну, давайте еще немножечко посмотрим, что у вас происходит. Ох, как вы любите красоток. Вы настолько любите красивых, ухоженных женщин. Впрочем, я даже не удивляюсь, потому что, ну, вы же мужчины, да? Я вам скажу больше, даже женщины любят глазами, не только мужчины. Вы человек, который уже, ну, как бы умудренный горьким опытом, вы уже настолько знаете, видите, прям чувствуете корыстных женщин, вы их готовы обходить десятой дорогой. И как только вы встречаете на своем пути женщину, которая тем или иным образом пытается вам показать, вот, да, что ей нужна какая-то выгода, ну, то есть это по-разному бывает у всех женщин, как они показывают, да, может быть, она начинает просить подарки, может быть, она начинает намекать, либо просто в разговоре рассказывать, как вот она хочет быть королевишной, да, и так далее. То от такой женщины вы будете бежать, и уже даже, может быть, кто-то сбегает чуть ли не с первого свидания. Знаете, я вот сейчас вспомнила случай, один знакомый как-то рассказывал, давно это было, ну, говорит, познакомился с девушкой, хорошенькая, фигуристая, красивая, все при ней. Но буквально на первом свидании, а у него тогда копейка машина была, Жигули, вот эти вот еще древние такие, эры динозавров. И она с ним начала разговаривать, это первое свидание, первое знакомство, ну, и он же говорит ей, давай я тебя подвезу домой, да. И она как увидела эту машину, да, простенькую такую, у нее такой ступор, у нее шок. И она говорит, ну так замялась, говорит, ну ты же купишь скоро получше машину, правда, да? И с таким каким-то такая, знаете, брезгливая, такая вот с таким нежеланием она села в эту машину. Он говорит, я ее чуть ли не за шкирку оттуда вытянул, да, сказал, да свидос, ты ездишь автобусом. Поэтому, знаете, этих женщин, ну, я думаю, очень легко проверить. Это немножечко так я вас повеселила, разрядила обстановку. Ну, давайте-ка, мои хорошие, мои любимые мальчишки. Я знаю, вам понравилось, как я вас так называю. Вы действительно мои любимые мальчишки, каждый по-своему. Давайте смотреть, кто же хочет с вами поговорить. Боже, я сейчас сижу, знаете, и ловлю себя на мысли. Вот все-таки не зря вы хвалите мой голос. Вот я не буду хвастаться, но реально... Вот как-то я сама сейчас понимаю, что я сижу, кайфую от своего голоса. Ну, блин, мне надо, вообще, не знаю, фильмы, наверное, озвучивать. А ну-ка напишите ваши варианты, что мне можно делать, да, дублировать фильмы. Что еще можно? Ну, кекс по телефону это тоже, ну, как-то это не вариант, правда? Ну, погнали, погнали, мои мальчишечки, ребятушки мои золотые. Что же за женщина? А может быть, это вообще мужчина хочет с вами поговорить, да? Мы сейчас будем разбираться. Смотрите, я буду разные ситуации рассказывать, да, потому что, опять же, у каждого это по-своему проиграется. Может быть, у кого-то не один человек хочет с вами пообщаться, поговорить. Смотрите, с вами хочет, у кого-то проиграется, хочет поговорить. Сейчас я уточню. У кого-то это проиграется, может быть, это начальник. Но не падайте в обморок, мы сейчас будем разбираться. Это может быть начальник, это может быть работодатель, у кого-то проиграться. Да? Вот если вы в поисках работы, то здесь стоит выбор, да, вот между вами, ну, либо же стоял выбор между вами и другими там людьми, которые хотят брать на работу, то здесь выбор упадет на вашу сторону. То есть вам позвонят, вам скажут, да, что вас берут на работу, что вы подходите, ну, как бы кастинг вы прошли, собеседование прошли, то есть все хорошо, да. Хотя сейчас вы можете на данный момент, вы можете реально уже как бы крест поставить, уже, может быть, вам длительный период не звонят, да, что вот, ну, к примеру, вы давно прошли собеседование, а вам, ну, не звонят и не звонят.
То есть здесь такой момент, то есть не переживайте, вас возьмут на работу. У кого-то еще, кстати, может проиграться, что вас позовет, вот, но опять же вас, ваш скорее начальник, да, и здесь может быть какое-то такое предложение, либо же вас попросят взять дополнительно работу на себя, да, ну то есть может быть сокращение, и вам скажут, что ну вот ты будешь там за Иванова и Петрова работать, но мы тебе будем денежки больше доплачивать. То есть это будет такое тоже соглашение, договоренность своего рода. Ну, в общем-то, это в любом случае будет позитивный позитив. Далее, кто-то из вас получит весточку, которую вы даже, может быть, даже не надеетесь получить. От кого? Это будет весточка, знаете, от человека, с которым вы, возможно, давно-давно не общались. У кого-то это может быть старый друг, старый приятель, да, который, может быть, случайно там либо в соцсетях на вас наткнется, на вашу страничку, либо же как-то вот, ну, ваши пути дорожки пересекутся, может быть, вы где-то случайно даже встретитесь, да, и он с таким удовольствием, да, он будет вам рассказывать о своей жизни, будет расспрашивать вас. Это будет, ну, очень теплая такая встреча. Кстати, кому-то из вас, ребят, еще падать, знаете что? Но это скорее у кого проиграется, если вот вдруг случится чудо, и меня смотрят те, у кого, ну, более-менее нормальная семья, да? Могут быть какие-то терки немножечко, могут быть небольшие конфликты, но тем не менее вы можете жить вместе, можете жить с семьей. И здесь ваша женщина, ну, либо же жена ваша, она может в скором времени либо же намекнуть, либо прямым текстом вам предложить, что вот, дорогой, а давай-ка обвенчаемся. Вот об этом она хочет с вами поговорить, причем, может быть, даже давненько хочет поговорить. Единственное, что думает, ну, для вас это может быть не важно, либо вы не захотите, и поэтому она может всячески оттягивать этот разговор. Поэтому пусть это для вас не будет сюрпризом, да, ну такой шоковый шок, чтобы не был, потому что, опять же, каждый к венчанию относится по-разному, и я не берусь никого судить, каждый хозяин своей жизни. Далее, ну то, что вы получите какое-то известие по поводу финансов, да, возможно, были какие-то финансовые моменты у вас, либо же вы одолжили кому-то деньги, вам долго не отдавали, да, либо же кому-то задерживали зарплату. Тоже здесь придет весточка, что вот в ближайшее время там либо же я тебе долги отдаю, либо же к вам действительно прям придет человек с этими деньгами, скажет, вот все, что ты мне давал, да, я тебе отдаю, и захочет поговорить о том, что, кстати, кому-то из вас, вот кому вы одалживали деньги, вам этот человек захочет прийти, ну, с таким разговором, ну, либо же позвонит, может быть, и предложит, может, совместное какое-то дело открыть, ну, то есть быть как-то вот компаньонами, предложит, ну, чуть ли не договор заключить, поэтому подумайте еще об этом. Далее, поскольку, смотрите, ребят, поскольку у вас очень классная интуиция, и это у нас идет из расклада в расклад, то есть сейчас я вам делаю акцент, да, вот просто немножко я отвлеклась от расклада. Я хочу обратить ваше внимание, всегда слушайте свою интуицию. Какие люди в вашем окружении искренние, какие нет. Я просто вот немножко упустила в сигнификации этот момент, но сейчас просто наверстываю, говорю. Ваша такая очень большая помощница – это ваша интуиция. Всегда ее слушайте, потому что очень часто вы анализируете, включаете мозги, очень любят люди анализировать, а потом думают, елки-палки, я же чувствовал, зачем я это сделал, зачем я туда пошел, да? Ну, то есть слушайте свою интуицию. Итак, дальше погнали. Кто еще хочет с вами поговорить? Есть у кого-то из вас женщина, ну, назовем ее тайная поклонница. Вы сейчас находитесь, ну, где-то на расстоянии. Это может быть у кого-то на расстоянии, вы можете быть в одном городе, у кого-то может проиграться, вы уже там в разных городах, в разных странах. Что это за женщина?
Женщина, которая когда-то была в вас влюблена, в принципе, она и сейчас неровно дышит к вам, то есть она вас не подзабыла, и вы, в общем-то, тоже не увлеклись. У кого-то это может проиграться, ну, бывшая любовница, у кого-то это может проиграться просто женщина, которая вам нравилась, да, ну, либо же у вас такой взаимный тандем, взаимная симпатия была, могло дойти до интима, могло не дойти, неважно, потому что это общий расклад, ну, то есть вы очень близко были к романтическим отношениям, ну, либо же кто-то уже успел в них побывать. Эта женщина захочет к вам проявиться с предложением, да, с предложением, вот давай все попробуем вернуть. Понятное дело, она проявится не сразу так, в лоб она не будет говорить, что вот давай вернем. Она проявится очень так, знаете, осторожно, либо напишет, позвонит, может быть, даже кто-то пересечется с ней. Она будет сначала прощупывать, как вы поживаете, да, потому что вы какой-то период вообще с ней не общались. Для кого-то из вас это реально станет сюрпризом появление этой женщины. В общем-то, у вас есть шанс вернуть с ней отношения, если вы захотите. Я просто вот вам рассказываю, как может сложиться ситуация. Таро — это вообще такой инструмент, это большой-большой помощник, подсказчик, да. Поэтому смотрите, если у вас есть у кого желание, вы можете вернуть отношения, либо же начать, да, если у вас таких близких отношений с ней не было, а просто симпатия, то вы можете быть вместе, и эта женщина будет говорить вам в скорости, да, вот после того, как вы начнете общаться, вот, она начнет говорить вам именно о своей любви. Она первая вам признается в любви, будет рассказывать, как она скучала, как она хотела быть с вами и как она ушла с головой в работу, только чтобы не думать о вас. Ну, чтобы забыться и отвлечься немножко. Ну, давайте-ка еще напоследок посмотрим, кто же еще думает о вас, да? Разные бывают у всех ситуации, но, тем не менее, переворачивайте под себя, кому что подходит. Кстати, еще знаете, ребят, с кем-то из вас хотят поговорить ваши дети. Это скорее будут дети уже, ну, такие либо взрослые, либо подростки, с которыми вы, ну, могли быть, ну, в такой, в легкой ссоре, могли быть, может быть, ну, в каких-то таких непонятных отношениях, да, либо же редко общались, да, ну, как-то вы отдалились, либо же мама там запретила в свое время вам общаться. Поэтому здесь даже ваш ребенок, уже взрослый ребенок, да, он проявится и, ну, покажет, да, своим отношением, своим поведением, что он открыт к общению с вами, что он готов с вами общаться. Ну и давайте-ка еще посмотрим, кто же еще хочет с вами пообщаться. Женщина, которую вы когда-то любили, но с этой женщиной скорее вы были в браке. У вас могли быть общие дети. О чем она хочет с вами поговорить? Это такой привет из прошлого, да. Да, это женщина, от которой вы ушли, либо же она ушла, неважно. Ну, то есть семья была разрушена. Когда-то она была вашей любимой женщиной, потом превратилась в снежную королеву. О чем хочет с вами поговорить? О деньгах, причем этот разговор может перейти в конфликт. Вот ей хочется либо же больше денег, чтобы вы, может быть, на ребенка давали, может быть, кто-то из вас дает на содержание бывшей, вот ей все мало денег. И вот я боюсь, что этот разговор может перейти, ну, в повышенные тона как минимум. Вы справедливо выйдете из этой ситуации, вы не будете раздувать грандиозный конфликт из этого разговора. Но тем не менее, вот когда вы все решите, что будете довольны оба. Я думаю, даже кто-то из вас пойдет на уступки, потому что до сих пор еще не отпустили эту женщину. Поэтому, мои хорошие, переворачивайте под себя, какая информация вам подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!